Всем привет, это снова я. Опять я на рыбалке. Это море. Сейчас довольно сильный холод, где-то 14 градусов. И сильный ветер. Поэтому я сейчас ищу лунку, где бы сесть, чтобы поставить там палатку. Вот первая лунка, которую пробурил. Вот такой вот неплохой улов. Видите, разбросана вокруг грязь. Дело в том, что подо льдом глубина, сантиметров 20. И я просто попал буром в грязь, выкинул эту грязь. Вот она разбросана. И ловлю буквально вот на такой, на мизерной глубине. Вот видно, вот у меня сколько от блесны лески до кончика удочки. Вот примерно такая тут глубина. Сейчас, поскольку уловистое место, я думаю, найдено, я сейчас буду ставить палатку тут. И было бы неправильно не показать, как оно все происходит под водой. Вы видите под водой довольно-таки мощное приливное течение. То есть на мель заходит вода с глубины. Отличие от обычного речного течения, то что морское, оно пульсирующее. Никогда вода и не идет сплошным потоком. Она то усилится, то ослабнет. То усилится, то ослабнет. Рыба сейчас на экране пытается активно кормиться, ищет еду. Видите, навашка на заднем плане брюхом трется об грязь, взбивая ил. Это сохранение, как я понимаю, нерестового поведения. Она недавно нерестилась, она это делала на глубине и пришла на мель поесть. Но, видимо, еще сохранила от нереста какие-то повадки. Продолжает себя иногда вести так же, как и при недавнем нересте. Вот она сейчас вся в позиции голова вниз. Это типичная позиция для поиска еды, то есть она тут вся очень голодная и очень хочет есть. Сошла. Как вы видите, погода бесится, поэтому без палатки сошла. Да что ж такое? Поэтому без палатки в такую погоду, вот навашка. Без палатки в такую погоду вообще никуда. Пока одну отцеплял, другая клюнула. И размер приятный. Время идет, сила прилива растет. Поступает на мель все больше воды. Эта вода поднимает лед. Подо льдом образуется с каждой минутой все больше пространства. И навага с глубины подходит на мель покушать. Сейчас вся рыба, что в кадре, она активно занята поисками еды. Я это называю пылесосит. Она ртом набирает иногда даже комки грязи. И так во рту эту грязь толчет, пытаясь понять, съедобно или несъедобно. Иногда даже ее на крючок ловишь, и у нее по уголкам рта какая-то глина. Это как раз вы ее застали в момент, когда как сейчас в кадре, она там что-то в грязи роется, как свинья. Как вы можете видеть, рыба достаточно меланхоличная, такая неторопливая. Ловлю я ее тоже на снасти, которые позволяют неторопливо подойти и неторопливо скушать. Сейчас только начало сезона, она только-только после нереста вышла на мель. Но через несколько недель ее будет гораздо больше, чем сейчас. То есть сейчас вам кажется, что ее много, но
это только начало. Рыбы будет очень много, и клевать она начнет намного злее, потому что у нее появится такая существенная пищевая конкуренция между собой. Потому что сейчас вы вот увидите, вот эта толпа рыб поплавает тут денек-другой, и на этом дне вообще ничего живого-то не останется, она все перепашет. Поэтому близок тот день, когда эти рыбки будут тут драться за каждый свободный клочок. Ох ты какая, ой, бойкая. Как вы видите, глубина копеечная, глубины фактически нет. Когда здесь отлив, здесь лед лежит на грязи. И вот прилив под лед вдавливает некоторое количество воды, и можно рыбачить. Поэтому я пришел сегодня в обед. То есть я пришел на лед в 12. До этого места от моего дома езды полчаса. Я живу в Южно-Сахалинске. Сел, неторопливо доехал. И вот на таком комфортном меляке наловил рыбы столько, сколько нужно. Я, честно говоря, сюда приезжал. Выскочила рыбка. Я сюда приезжал вчера. Думал, рыбки половлю. Но неудачно сел. Я думал, просто рыба не началась. Там прилив, рыбу не подогнал. Но потом те, кто сидел рядом, отловились очень хорошо. А я был в палатке и не знал этого. И когда мне потом сказали, что все кроме меня поймали неплохо, я понял ошибку. Поэтому сегодня я в первую очередь нашел место, где рыба клюет, а только потом уже поставил палатку. Рыба клюет набегами. То есть подходит стайка небольшая, и у тебя сразу несколько поклевок. И потом ждешь следующую стайку. Это вообще как вареная была. О! Вот она, такое ощущение, как будто сквозь сетку продиралась. Не повезло подруге. Сквозь сетку продралась, а вот блесны не избежала. Ах ты. О, сплошные сходы. Это, по-моему, даже сообразить ничего не успела. Только клюнула. Тут же ей подняли бошку кверху, и она просто выплыла из лунки. Вот сейчас что характерно, вот на правую удочку клюет, на левую нет. На правой удочке вот такая вот блесна и одета мантия ракушки. Ну, мантия гребешка, если быть точным. А вот здесь вот такая вот мормышка. Только оставил.
Но это не всегда так. Бывает, что мормышка уловистей блесны. Поэтому нужно всегда на двух удочках иметь разные приманки. Ой, ой. Вот и мормышка сработала. Вот опять мормышка сработала. А блесенка, заметьте, молчит. А нет. Поторопился я сказать, что блесенка молчит. Ой. Вот хорошая навожища. Крупная. Прям. Что нужно. Единственный минус у такой крупной наваги: ее неудобно жарить. Она разваливается на сковородке. Жарить удобнее мелкую. Такую рыбалку я люблю. Клев без передышки. Какая упорная. И размер хороший. Ах ты. Ух ты. Опа-на. В этот раз доела. Ух ты. Вот видите, просто сейчас мормышка намного сильнее. Блесна молчит, мормышку едят. Поэтому это всегда хорошо, когда вот есть диверсификация. Вы постоянно останетесь в плюсе.
Сейчас одновременно были поклевки, но нормально съела только мормышку. Видимо, подошла не крупная навага, а блесенка там крючок побольше. А вот здесь на камеру был запечатлен курьезный момент. Я ждал поклевки, подыгрывал блесной, а потом, в момент, когда рыба вот сейчас ткнется носом, я просто положил удочку и стал заниматься позиционированием камеры подо льдом. То есть я занялся камерой, а удочку бросил и забыл. Как мы видим, навага настолько голодная, что она эту блесну вот не выпускает изо рта, треплет, пытается проглотить, пытается съесть и, судя по всему, недоумевает, почему у нее это не получается. Вот вторая пытается у нее это отобрать. То есть такая серьезная пищевая конкуренция. Вот она пытается уплыть, в этот момент я понял, что что-то не так, и выдернул ее на поверхность. А вот еще один интересный момент. Я снимал поклевки рыбы подо льдом, подплыла навага, клюнула. Я ее тащил, но она сорвалась. Поэтому вот, видите, блесну я опустил назад. Но наживка на блесне держалась плохо и свалилась. Видите, она полетела в сторону, а блесна осталась пустой, без наживки. Вот наживка все уплыла за край кадра, она никому не интересна, хотя нет, вот кто-то за ней поплыл. А одна навашка по-прежнему интересуется пустой блесной. И хоп, видите, тюкнула пустую блесну и была подхвачена. Решил я уже завязывать с рыбалкой. Вот я ловлю, а рыбу в мешок выкидываю на мороз, чтобы успела промерзнуть, чтобы не вести слизнявую, чтобы вся уже подмороженная была. Вот такой вот мешок получился. Вот. Битком набитый прекрасной рыбой. Были размеры очень удобные для жарки, были и покрупнее. Крупную приятно тащить, но неудобно жарить. А вот такую вот, допустим, самое оно. Улов, как нетрудно понять, уже дома. Это из всего улова я выбрал более-менее крупных наважек. Я же вот, помните, жаловался, что ее трудно жарить. Но если сделать из нее филе, это становится довольно простым занятием. Берется вот так вот. Пам. Пам. Панировочные сухарики. И на сковородочку. Так вот. Это жарится лук с морковью. Я буду делать рыбу под маринадом. Оп. 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 Быстро и просто. Пара минут прошло, рыба обжарилась. Я в лук с морковкой добавил чуть-чуть томата и кипяточка. Размешал в такую жижку. Ну и вот так вот просто этой жижкой. Все сверху засыпать. Очень плотно. Вот как-то так. Ну и в таком виде протушить, ну, где-то минуты 2, может минуты 3. В принципе, блюдо можно считать готовым. Вот так вот выглядит блюдо в итоговом варианте. Вот я себе отложил кусочек наваги. Так, ну-ка. Старая добрая навага. Простая, вкусная и всем доступная. Ладно, я пошел кормить семью. Всем пока-пока. До свидания.